И всем привет, ребят, с вами я, Данбролик. Сегодня я расскажу, как установить Minecraft сервер, точнее, локальный Minecraft сервер, как его настроить и как на нем играть. Мы будем устанавливать серверы на Windows, а также на телефоне. Как узнаете в этом ролике. Итак, у меня открыт уже Майнкрафт. Тут нам уже пишет «Привет, Россия». Окей, спасибо. Хоть я и сейчас в Беларуси, но ладно. Итак, для начала нам надо открыть любой браузер и написать Minecraft Java Server Forge 1.12.2. Переходим вот по этому сайту. Files minecraftforge.net. Download for Minecraft Forge. Итак, тут у нас есть две версии. Last или Recommended. Да, у меня шикарный английский, поэтому... да. Нам же надо Recommended выбрать. Нажимаем Installer. Нас переносит на другой сайт. Ждем 4 секунды. 3, 2, 1. Skip. Итак, у нас скачивается вот этот файлик. Это я качал, это его уже там нет. Так, заходим, значит, сюда. Обновляем. Все, вот он наш файл. Итак, что делаем дальше? Это можно, в принципе, все закрыть. Браузер нам больше не понадобится. Далее нам надо создать папку, куда и выгрузим наши все файлы. Итак, я буду это все делать на рабочем столе, поэтому создать папку. Любое имя на английском. Я, допустим, напишу по обычному Minecraft сервер. Итак, все, папку мы создали. Итак, как вы можете заметить, у меня Windows 11. Я открываю консоль. У меня, если что, PowerShell. Если вы хотите через CMD, то делайте через CMD. В принципе, сути это не меняет. Итак, пишем cd. Тут я уже тестировал, поэтому написано. И дальше вставляем путь. Если у вас CMD, то вам придется копировать здесь. Копировать как путь. Вот этот вот параметр есть везде, на Windows 10 по 11. Ну, возможно, на Windows 7 и Windows 8 тоже есть. Я просто не пользовался Windows 8. А Windows 7 я уже давно пользовался, я там все забыл. Ну и короче, если у вас PowerShell, то просто берете эту папку и вставляете ее сюда. То есть переносите. Нажимаете Enter. Тут я не понял ничего. Вот. Не знаю, что произошло. Ну, короче, открылся проводник почему-то. Ну, короче, вот так вставляете, и у вас переходит по пути, которого вы указали. Итак, проверяем. Тут у нас ничего нет. Заходим опять в загрузки. Ну да, точно. Я удалил. Ладно, сейчас скачаю заново. Выхожу. Все, вот он наш файл. Теперь берем просто и переносим его в нашу папку. Так, дожидаемся, пока он вообще перенесется. Что-то как-то долго. Так, все, я его перенес через Ctrl-K. И давайте его переименуем. Если у вас без такой двоечки и
или единицы, то не переименовывайте. Если с этим, то лучше переименовать. Все, вот у нас этот файл, инсталлер. Нам придется его скачивать. Итак, дальше нам надо просто взять. Итак, давайте еще раз напишем ls. Если вы в cmd, то пишите dir. И вот наш файл. Все. Дальше пишем Java. Вот такая вот черточка jar. И пишем forge, ну, короче, вот это наш инсталлер. И в конце дописываем вот две такие черточки install server. Нажимаем Enter. И, как можем заметить, тут у нас появился инсталлер log. Дожидаемся установки. Все, как видите, у нас появляются другие файлы. Вот у нас появилось ядро Forge и появился сам Minecraft сервер. Дожидаемся его установки. Так, все. Там какие-то libraries, ну ладно. Итак, вот наш Minecraft сервер. Итак, это мы сделали, но вопрос, как запустить сам сервер, если эта команда запускает процесс установки его? Все очень просто. Пишем Java. Кстати, да, забыл сказать, вам надо установить Java еще. Да. Поэтому, наверное, ставлю это в ролик. Ну ладно. Короче, пишите Java jar. Но я немного уже это все делал, поэтому вот сама команда. Итак, XMX выделяем оперативку, XMS тоже выделяем оперативку. Я же выделил 1 гигабайт, вы можете выделить больше. Если что, G это гигабайт, M это мегабайт. Я же выделил сразу гигабайт или 1024 мегабайта. Дальше опять пишем черточка jar, сам вот этот вот файл и нажимаем Enter. Ждем, пока установится все это. Итак, все, у нас появился какой-то файлик, logs под названием, точнее это не файлик, а папка. Ждем дальше. У нас должен еще появиться txt файл с лицензионным соглашением. Итак, вот как видите, у нас открылся интерфейс. Но, кстати, можно убрать этот интерфейс, если добавить no GUI. Я же этого не буду делать. Поэтому все, у нас завершилась установка. Как видите, у нас сервер стопанулся, потому что мы не приняли лицензионное соглашение в этом вот файле. Этот вот файл, вот он. Итак, открываем этот файл. И вместо false пишем true. Сохраняем, Ctrl-C. Выходим. Все. Мы все сделали. И тут у нас еще Server Protectives. Ну или Properties. Короче, у меня с английским плохо. Ну ладно. Давайте его... ну хотя позже. Там пока что ничего вообще нет. Он весит 1 килобайт. Запускаем еще раз наш сервер. И, кстати, да, чем больше оперативки, тем быстрее будет запускаться сервер. Я же выделил 1 гигабайт, потому что у меня сейчас запущен Майнкрафт, и еще, соответственно, оперативки мне не хватает. Всего 8 гигабайт. Там система 50% вперед. Так, дожидаемся, пока сервер снова начнет установку. У нас должно появиться еще несколько файлов.
Так, все, вот у нас открылся интерфейс. Тут можем прочитать разные логи. И вот наши файлы. Все, сейчас будет создаваться сам мир. Вот тут можно также и в консоли прочитать, на каком порту будет сервер и что будет дальше с ним происходить. На самом деле я вам не рекомендую не писать NoGUI, лучше его пишите, потому что вот эта вот штука, она тоже берет очень много мегабайтов. И сервер будет, естественно, медленнее запускаться. Ну ладно, мы подождем. Так, все, у нас завершилось. И сервер сам загружен. Тут можно посмотреть процесс, за сколько все это произошло. Итак, как же нам зайти на сервер? Тут у нас еще будут такие вот сообщения, можно игнорить их. Итак, открываем сетевая игра. Можем обновлять, но я не знаю, это или из-за того, что я что сделал с системой. Ну, короче, тут или должен отобразиться сервер. Если у вас не отображается, то можете или добавить, или по адресу. Я же нажму «Добавить». Дальше вводим IP-адрес нашего компьютера. У меня же это 192.168.100. Вроде 16 или... Ну, короче, я забыл свой IP-адрес. Итак, вот как раз я вам покажу, как его можно узнать. Открываем новую страницу консоли и дальше вписываем такую вот команду. Итак, открываем новую вкладку и пишем ip-config. Можно exe, но можно и вот так вот. Запускаем и смотрим, какие у нас есть адаптеры. Тут надо смотреть вот адаптер Ethernet Redmi VPN. Нам это не надо. Нам надо найти такую штуку. Вот, беспроводная локальная сеть. Вот мой IP-адрес. Если у вас Ethernet, то вам надо найти, естественно, с Ethernet названием. Кстати, вот, Ethernet, ну и как бы ваш IP. Итак, где же находится ваш IP? IPv4 адрес. Выделяем, копируем. Переходим в Minecraft, Ctrl-A, Ctrl-V и сразу вставляем. Можете вписывать порт, но лучше вписать его. Так, возвращаемся сюда и проверяем наш порт. Наш порт 25565. Итак, 25 655. Заходим. Ну, точнее, не заходим, добавляем. Так, невозможно подключиться к серверу. Ой, извиняюсь, я ошибся. Лучше копируйте порт. Настроить. Вставляем порт. Все, готово. Обновить соединение. И вот наш Minecraft сервер. Итак, тут у нас пишется Minecraft сервер, значок Vanilla и ping. Давайте так вот сделаем. Вот так вот и вот так. Заходим. И будем смотреть, что происходит с сервером. Так, ожидаем. Итак, у нас не удалось подключиться. Знаете почему? Потому что у нас включен онлайн-мод. Как же его отключить? Итак, нам надо завершить работу сервера.
можете нажать Ctrl-C или же просто закрыть это окно. Сервер сам сохранит и уйдет в спящий режим. Ну, точнее, просто закроется. Дальше нам надо уже открыть этот тот файл. Server Proactives. Или, ну, короче, вот этот вот файлик. Можете изменить в блокноте. Если у вас его тут нет, то выбрать другое приложение и там уже блокнот. Ну или Visual Studio Code открыть. Там намного проще. Я же открою в блокноте. Итак, тут, в принципе, объяснять нечего. Просто берете и гуглите по каждому параметру, что он делает. Я вам лишь объясню, что нам надо отключить. Во-первых, онлайн мод. Ставим False. Ну и все. Можете поменять порт сервера, поставить какой-нибудь легкий 80 или какой-нибудь 1000, 10 тысяч и тому подобное. Закрываем редактор и снова запускаем сервер. Так, обновляем. Убеждаемся, что сервер... Да, сервер недоступен. Ожидаем, пока он запустится. Так, ожидаем. Все, у нас появилось окошко. Все, вот нам, кстати, предупреждение, то что онлайн-мод выключен. Пожалуйста, переведите значение на true. Но можете переводить, если у вас есть лицензионный аккаунт. Можете не переводить, если у вас не лицензионный аккаунт. У меня не лицензионный, соответственно, нам надо false. Все, у нас быстро запустился сервер, потому что уже все, мир создан. Дальше заходим в Minecraft. Обновить. Все, у нас опять сервер открыт. Заходим. Открываем сразу консольку нашу. Все, вот как вы видите, у нас определяется, кто зашел. И... Так, что у меня тут? Да, кстати, будет такая вот штука. Ну ладно, давайте, пока загружается мир. Видимо... вот, все. Начал загружаться потихоньку. Да, вот этот вот, кстати, параметр в консоли. Kept did the system thing change. Ну, короче, нам надо просто выделить побольше оперативки. Ведь чем больше, тем лучше. И то, что вы будете вписывать в чате, оно будет отображаться в консоли. Как видите, у меня просто ужасно тут совсем. Ну, не настолько ужасно, как у меня было с Kali Linux. Там, короче, второе значение FPS у меня было очень маленькое. Тут же у меня, в принципе, хороший FPS. Ну, если запись, конечно, выключить. Только что написал G. Да, и, кстати, нас будет телепортировать назад, если у нас высокий пинг. Вот, тут даже в консоли пишется. Stop crash. Да, лучше, кстати, сервер делать в корневом каталоге. Так намного лучше будет. Ну и, короче, сервер у нас не выдержал из-за перегрузки и просто закрылся. Выделить туда хотя бы 2 гигабайта оперативной памяти, будет все идеально. Ну, если это на Windows. Давайте сейчас пробовать на самом Linux. Так как мне лень запускать его на компьютере, да и к тому же вообще я хотел на телефоне. Некоторые пользователи, кстати, да, делают Minecraft сервер на телефоне. Поэтому переходим на телефон. Итак, все, я перешел на телефон.
Что нам понадобится для того, чтобы все это же сделать на телефоне? Ну, во-первых, нам понадобится, как ни странно, консоль. Соответственно, нам надо скачать терму. Заходим в Google Play. Заходим сюда. Пишем Termux. У меня же он уже скачан, поэтому переходим. Опять закрою. Итак, все. Заходим в Termux. Тут нам надо прописать следующее. Во-первых, нам надо установить Java. Пишем apt. Но вначале, кстати, да, надо сделать appdate и appgrade. И потом уже apt install OpenGRE 8 GRE. Точно. Значит, 17 вроде. Не. Что так вот. Короче, вот, если вы не знаете, как скачать Java, то просто напишите Java и вот, все высветится. Извиняюсь. Вот. Паста. Если что, надо зажимать, и потом там добавятся новые штуки. Дальше нажимаем Install. Итак, у нас коннектится к серверу, дальше Y, то есть Yes. Ждем, пока у нас установится Java. Да, весит она, конечно, много, но придется пожертвовать своим местом. Так, и так как у меня SD-карта, то все действия буду выполнять на ней. Если у вас ее нет, то можете просто брать и выполнять это все у себя без SD-карты. Ну, то есть в корневом каталоге. Так, дожидаемся полной установки. Все, пишем опять же Java. Все, если у вас то же самое меню вывелось, то все в порядке. Можем продолжать. Итак, что нам надо? Естественно, нам надо скачать то же самое. Этот же файл. Поэтому переходим. Заходим в любой браузер. Я же зайду в Chrome. И пишем то же самое. Не обращайте на лаги, у меня мощный телефон. Так, дальше то же самое делаем. Ждем. Skip. Да, установите этот файл. Все, у нас файл установлен. Ходим. Так, очищаю. Дальше надо проводить. Открывайте любой проводник, который вам просто надо. Заходите в него. Дальше
Давайте создадим сразу папку. Это еще моя SD-карта, она просто так называется. Дальше нажимаете «Создать папку». Допустим, напишем то же самое название. Minecraft Server. Ожидаем, пока она появится. Вот. Все, папка у нас есть. Дальше переходим в Download, ваш каталог. И вот он, наш файл. Или вырезать, или копировать. Допустим, нажмем «Копировать». Перейдем сюда, Minecraft сервер, вставить. Дождаемся, пока он... Так, все. Оно, в принципе, быстро все это делается. Так, дальше нам надо перейти по пути. Сейчас мы находимся, неизвестно где. Поэтому пишем cd. Emulated. И дальше пишем, что нам надо. Так, что еще у нас есть? 0, это мы перейдем в наш каталог. Нам надо сюда, ls. Ну да. Короче, если у вас такая же ошибка возникает, это из-за того, что root права нужны. Переходите снова в проводник и копируйте путь. Для этого перейдем опять в нашу SD-карту, Minecraft сервер, нажимаем сюда, скопировать путь. Дальше возвращаемся, cd, опять зажимаем, паста, Enter, ls, и вот наш файл. Итак, что нам надо дальше? То же самое, Java, jar. Дальше выбираем for это. Install server. Enter. Ожидаем. Установка вот точно такая же. Так, ожидаем. Так, все. Дальше пишем опять ls. Вот все наши файлы. Кстати, да, тут у нас будет немного по-другому. installer.jar.log. Но это в сути не меняет. Все то же самое. Дальше пишем также Java, jar, xmx. Так как у меня 2 гигабайта оперативной памяти и телефон, просто нечего больше выделять, поэтому я выделю 512 мегабайт. И то же самое пишем ms 512 мегабайт. Ну и дальше пишем Minecraft сервер. И что самое важное, так как вы на телефоне, напишите no GUI. Это уже обязательно. Все, нажимаем Enter. Ожидаем. Так, все, у нас намного быстрее это все прошло. Так как, давайте я не буду заходить в проводник.
пишем nano и вот этот вот txt. Тут, в принципе, очень просто работать, просто нажимаете вот по этим кнопочкам и вместо false пишите true. Дальше Ctrl, X, Y, Enter. Вот, чтобы проверить, что у нас сохранилось, пишем cat и наш файл. Все, вот у нас значение true. Дальше снова запускаем сервер. Как мы видим, тут намного быстрее все загружается, но, скорее всего, это из-за того, что тут намного мощнее оборудование у меня на телефоне. Хоть 2 гигабайта, но процессор выводит хорошо. Так, ну и пока там сервер запускается, опять возвращаемся на Windows. Жмем сюда, превышенное время ожидания обновляем. Итак, как мы видим, все, сервер загружен, но я опять же его не вижу, мне его придется добавить. Для этого, как ни странно, тут смотрите, что мы делаем. Выходим, дальше настройки. Сети интернет. Ваш интернет. И вот здесь должен ваш IP-адрес быть. Вот он, мой IP. Мой IP.3. В основном ничего не меняется больше. У нас точно такой же. Поэтому переходим опять сюда. Ctrl-V. Порт у нас такой вот. Дальше сюда. 192.168.100. Если вы, кстати, в России, то у вас вместо 100 будет 1. Потом .3. Ну и ваш IP. То есть тройка, двойка, единица. Ну единица это роутер. Ну четверка, ну и там дальше. Ну, короче, ладно. Нажимаем «Готово». Ждем ответа сервера. Все, ванила сервер. Пинг, кстати, уже 16, потому что с другого устройства. Но это не меняет сути, то, что мы не можем на него зайти. Мы можем на него зайти спокойно. Подключение к серверу. Выполняется вход. И, опять же, нам надо правильно. Как я уже сказал, мы активировали пункт No GUI, тут нету интерфейса. Поэтому Ctrl-C. И сервер завершает свою работу. Дальше ls, nano, сервер protectives. Ну, короче, это под название. Дальше переходим сюда. Онлайн мод. Также отрубаем его. False. Ctrl-X, Y, Enter. О, что такое? Y. Ну-ка, давайте проверим. Онлайн мод false. Все отлично. И опять запускаем наш сервер.
ожидаем. Все, пошла генерация. Кстати, да, я вам забыл сказать. Можно нажать Ctrl-C и можно просто написать стоп. Если что-то, это консоль самого сервера. Просто пишите стоп и Enter. Итак, обновляем наш список серверов. Все, вот наш сервер. Подключаемся. Ждем, пока прогрузится мир, и, как мы видим, в консоли уже написано то, что игрок подключен. Ну и, как мы видим, сервер довольно быстрее работает, чем я это делал на своем компьютере. Ну, скорее всего, это из-за записи. Да и Майнкрафт быстрее работает. Ну, неважно. Ну, короче, все. Дальше можете писать стоп. Сервер шатдаун, и все. Сервер выключен. По другим настройкам я вам не буду ничего говорить. Это вы уже сами будете настраивать, как вам надо. Ну, а с вами был Дэн Ролик. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все ссылочки в описании. Всем пока!